Здравствуйте! Добро пожаловать на канал «Все о здоровье и тайнах нашего тела». Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. И напишите в комментариях, откуда вы и сколько вам лет. Интересно узнать, откуда вы. Давайте познакомимся поближе. Женская чувственность. Путеводитель по собственному телу. Если честно, большинство женщин в нашей стране выросли в обстановке, где разговоры о женском теле, удовольствии и чувственности были либо табу, либо стеснительно замалчивались. Мы знали о своем теле, может быть, ровно столько, сколько нужно для практических целей. И это досадно, потому что в каком-то смысле мы остаемся незнакомками самим себе. Это статья о том, чтобы изменить это положение. Речь идет не об экзотике, а о базовой грамотности, знании собственного тела, понимании своих ощущений и умении слушать себя. Потому что в любом возрасте и на любом этапе жизни, в 30, в 50, в 70 лет, ваше тело достойно внимания, уважения и, да, удовольствия. Почему это важно? Возможно, вам кажется, что все это уже позади, или что это не главное. Но согласитесь, если мы заботимся о здоровье нашего сердца, кожи и зубов, почему бы не заботиться и об интимном здоровье? Когда мы лучше понимаем собственное тело, мы чувствуем себя спокойнее и увереннее, лучше коммуницируем с партнером, получаем больше удовольствия от физической близости, справляемся лучше со стрессом и напряжением. К тому же это просто интересно. Вспомните, когда вы в последний раз уделили внимание тому, что ваше тело может чувствовать, как оно реагирует на прикосновение, как меняются ощущения. Если давно, пора исправить это упущение. Карта чувствительности. Где находятся женские эрогенные зоны? Эрогенные зоны — это области на теле, которые при стимуляции вызывают особые ощущения, связанные с удовольствием и возбуждением. Они есть у каждого, но у каждой женщины своя карта. Вот основные точки, которые стоит знать. Клитор — центр удовольствия. Начнем с главной героини — клитора. Это не просто маленькая бугорок, как многие думают. На самом деле клитор — это сложная структура, и видимая часть, та самая бугорочка, это лишь вершина айсберга. Под кожей тянутся чувствительные корни, которые уходят довольно глубоко. В клиторе около 8000 нервных окончаний, сосредоточенных на очень маленькой площади. Для сравнения, в головке пениса их примерно столько же, но они распределены на гораздо большую площадь. Поэтому чувствительность клитора просто потрясающая. Это не случайность природы. Клитор — единственный орган в теле, единственная его функция которого — доставлять удовольствие. Он не участвует ни в репродукции, ни в каких-то других функциях. Это чистое удовольствие, воплощенное в анатомии. Каждой женщине нужно знать свой клитор, где именно находится самая чувствительная точка. Отличается ли прямое прикосновение от стимуляции через ткань? Нужно ли быстрое движение или медленное? Это очень индивидуально, и только вы можете ответить на эти вопросы. И это совершенно нормально — потратить время на то, чтобы разобраться. Грудь и соски — мост между телом и эмоциями. Грудь — это не просто сексуальная зона, это символ женственности, материнства и власти. Но с точки зрения чувствительности это действительно особое место. Соски содержат множество нервных окончаний, которые напрямую связаны с центрами удовольствия в мозге. Для некоторых женщин стимуляция сосков может вызвать удовольствие, сравнимое с прямой сексуальной стимуляцией. Для других это просто приятное, расслабляющее ощущение. И здесь важно отметить,
Грудь чувствительна настолько, насколько это для вас комфортно. Некоторым нравится нежное касание, другим нравится более интенсивное воздействие. Главное — слушать себя. Прикосновение к груди также запускает выработку окситоцина, гормона привязанности и близости. Вот почему это часто приносит не только физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Шея. Врата чувствительности. Шея — это одна из самых забытых эрогенных зон, хотя она заслуживает куда большего внимания. В области шеи множество нервных окончаний, особенно по бокам. Легкие касания, поцелуи, даже дыхание партнера на шее могут вызвать сильную реакцию. Почему? Потому что кожа там тонкая, чувствительная и редко получает внимание в повседневной жизни. Кроме того, шея психологически связана с уязвимостью. Когда мы позволяем кому-то касаться нашей шеи, мы символически даем ему доступ к нашей уязвимости, что может быть очень возбуждающим и интимным. Уши — забытый источник удовольствия. Уши часто упускают из вида, но они содержат множество нервных окончаний. Мочка уха особенно может быть довольно чувствительной. Некоторым нравятся легкие укусы, другим — поцелуи, третьим — просто нежное прикосновение. Даже шепот в ухо может быть невероятно сильным стимулом, потому что здесь смешиваются физическое ощущение, звук и близость. Внутренняя сторона бедер. Нежная чувствительность. Внутренняя сторона бедер покрыта тонкой кожей и содержит множество нервных окончаний. Это одна из самых чувствительных зон ног. При этом она редко получает прямое внимание в повседневной жизни, что делает ее особенно реактивной на стимуляцию. Легкие штрихи, поцелуи, нежные касания здесь могут вызвать волну удовольствия, которая распространяется по всему телу. Подошва ног. Неожиданные точки удовольствия. Стопы содержат около 7000 нервных окончаний. Для некоторых женщин стимуляция стоп может быть невероятно приятной. Для других это щекочет или даже вызывает дискомфорт. Это совершенно нормально. Главное помнить, у каждой свои предпочтения, и нет правильных или неправильных ответов. Спина и поясница. Забытая сексуальность. Спина часто остается без внимания, а зря. Особенно чувствительна поясница. Эта область содержит множество нервных окончаний. Легкие касания по спине, поцелуи между лопатками, нежные движения вниз могут быть очень приятны. Спина как бы соединяет фронтальные, более очевидно эротичные зоны с более скрытыми областями тела, создавая холистический опыт удовольствия. Почему эти зоны чувствительны? За каждой эрогенной зоной стоит анатомия. Чувствительность определяется количеством нервных окончаний, толщиной кожи, кровообращением и связью с центрами удовольствия в мозге. Но это не все. Психология играет огромную роль, может быть, даже большую, чем чистая анатомия. Область становится эрогенной не только из-за нервных окончаний, но и из-за того, что мы о ней думаем. Если мы выросли с убеждением, что наше тело — это что-то стыдное или неправильное, нервные окончания будут работать совсем иначе, чем если бы мы выросли в атмосфере принятия и любви к своему телу. Психология удовольствия. Что важнее, техники? Вот честный разговор. Количество техник и знания правильных движений — это примерно 30% успеха. Остальные 70% — это психология, атмосфера, доверие и расслабление. Роль доверия. Когда вы доверяете партнеру, ваше тело расслабляется. Когда тело расслаблено,
Кровообращение улучшается, органы чувств работают лучше, и нервные окончания становятся более чувствительными. Это не философия, это физиология. Окситоцин, гормон привязанности и доверия, буквально усиливает способность вашего тела чувствовать удовольствие. Если же вы напряжены, беспокойны или не доверяете партнеру, никакая техника не поможет. Вот почему так важно открытое общение, уважение и взаимное понимание. Важность расслабления. Стресс — враг удовольствия. Когда мы напряжены, организм выбрасывает адреналин и кортизол, которые буквально блокируют ощущение удовольствия. Вот почему так важно создать атмосферу, в которой вы можете расслабиться. Это может быть мягкое освещение, любимая музыка, отсутствие спешки и суеты. Само по себе расслабление уже половина удовольствия. Роль эмоциональной близости. Физическое удовольствие и эмоциональная близость взаимно усиливают друг друга. Когда вы чувствуете себя рядом с человеком эмоционально близко, физические ощущения становятся более острыми, более глубокими. И наоборот, физическая близость создает эмоциональное сближение. Это полноценный, взаимный процесс, самоприятие и образ тела. Если вы критикуете свое тело, если вы стесняетесь его, то даже самые чувствительные зоны будут работать в полсилы, потому что часть вашего внимания будет направлена на критику, а не на удовольствие. Принятие своего тела — это не самолюбие, это предусловие для того, чтобы чувствовать удовольствие полностью. Вы должны быть на стороне своего собственного тела, его союзником, а не его врагом. Как это меняется с возрастом? После 30, 40, 50 лет восприятие удовольствия и чувствительность организма не исчезают, они трансформируются. Это важно знать и принимать. После 30 лет. В этом возрасте многие женщины отмечают, что узнают себя лучше. Вам уже не нужно доказывать что-то себе или другим. Часто в этот период женщины становятся более сексуально свободными, потому что есть уверенность в себе. Физиологически в 30 еще полный ход. Обмен веществ хороший, кровообращение активное, гормональный фон стабилен. Это может быть время расцвета сексуальности. После 40 лет, где-то в районе 35-45 лет, начинаются первые гормональные сдвиги. Эстроген и прогестерон начинают постепенно меняться. Это может повлиять на ощущения. Некоторым нравится, что это создает более глубокую, более спокойную сексуальность. Другие могут заметить небольшое снижение либидо. Но вот что интересно. Многие женщины именно в 40 лет раскрывают для себя сексуальность с новой стороны. Потому что жизненный опыт, уверенность, отпущение ненужных убеждений — все это вместе создает более аутентичное, более подлинное удовольствие. После 50 лет. Менопауза и новый период. Менопауза — это не конец сексуальности, это ее трансформация. Да, уровень эстрогена значительно падает, что может вызвать физические изменения, сухость влагалища, менее интенсивные оргазмы, изменение полового влечения. Но это не драма. Это просто новая реальность, которую нужно принять и к которой нужно адаптироваться. Многие женщины после 50 говорят, что их сексуальность становится проще, честнее. Нет никаких ожиданий из журналов, нет стремления ответить чужим представлениям. Есть просто вы и то, что вам нравится. Это может быть очень освобождающим. Физиологически после менопаузы могут помочь смазки, больше времени на прелюдию, восстановление естественной смазки происходит медленнее. Местные гормональные кремы по назначению врача. Но главное — это адаптация и понимание, что секс может быть другим, но не менее приятным.